Вы бы поверили, если бы вам сказали, что самая большая ошибка в жизни — это встретить своего человека слишком рано и в самых неправильных обстоятельствах. Лена всегда жила правильно. Не потому что хотела, потому что так надо было. Отец строгий, с характером, мать тихая, но всегда на его стороне. В доме все решалось заранее. Куда поступать, с кем дружить, как выглядеть. Ошибаться ей не разрешали. Даже думать не так уже считалось ошибкой. Лена закончила университет, устроилась в нормальную компанию, начала встречаться с подходящим парнем. Не потому что любила, потому что все логично. И вроде все шло ровно. Без срывов, без катастроф и без жизни. В тот вечер Лена вообще не должна была туда идти. Коллега уговаривала. «Ну давай, ну просто посидим. Ты вечно как неживая». Лена отмахивалась, но в какой-то момент сама устала от своей предсказуемости. Согласилась. Бар был обычный, музыка громкая, люди как везде. И он тоже был обычный. На первый взгляд. Его звали Артём. Никакого пафоса, джинсы, простая рубашка, чуть уставший взгляд. Не тот тип, на которого обращают внимание по списку. Но что-то в нем было неправильное, неудобное. Он смотрел не так, как остальные, не оценивающе, не поверхностно, как будто видел. И это было опасно. Они заговорили случайно. Лена уронила стакан, и он помог собрать осколки. «Ты всегда такая напряженная?» — спросил он, не глядя на нее. Лена даже не сразу поняла, что ответить. «Я нормальная?» Он усмехнулся. «Нет, нормальные люди не извиняются глазами». И вот тут ее задело. Не потому, что он был груб, а потому, что попал. Они сидели вместе почти 2 часа. Без флирта, без дешевых фраз. Просто разговор. Он рассказывал про свою работу. Не престижную, не стабильную. Про то, как его отец когда-то выгнал из дома за не те взгляды. Про то, что он не умеет жить как надо. Лена сначала слушала с осторожностью. Потом с интересом. Потом с каким-то странным облегчением. Рядом с ним не нужно было соответствовать. Когда Лена уходила, Артём не просил номер. Просто сказал: «Ты все равно вернешься». Лена даже обиделась. «С чего ты взял?» Артём пожал плечами. «Потому что ты устала жить чужой жизнью». И это было самое точное, что ей когда-либо говорили. Лена не собиралась возвращаться. У нее был парень, у нее была нормальная жизнь, у нее были планы. Но через 3 дня Лена снова стояла у того бара и уже знала, что делает ошибку. Артём был там, как будто никуда и не уходил. «Я же говорил», — спокойно сказал он. Лена закатила глаза. «Не обольщайся». Но внутри уже понимала, это не случайность. С этого момента все пошло быстро. Слишком быстро. Они начали встречаться. Сначала просто гуляли, потом проводили вместе вечера, потом ночи. И каждый раз Лена чувствовала, как ее прежняя жизнь начинает трескаться. Артём был неудобный. Он спорил, не подстраивался. Он мог сказать прямо: «Ты сейчас говоришь не свое мнение». И это бесило. Но одновременно притягивало. Проблема была не в нем. Проблема была в том, что Артём не вписывался никуда. Ни в ее круг, ни в ее семью, ни в ее будущее. И Лена это понимала с самого начала. Первый звонок был от матери. «Лена, ты где пропадаешь? Ты стала какой-то странной».
Лена пыталась отшутиться, но мать не отпускала. «Ты же понимаешь, что у тебя все есть. Зачем тебе искать проблемы?» Вот это слово «проблемы» почему-то зацепилось. А потом все вскрылось. Отец узнал. Не случайно. Такие вещи не бывают случайными. «Кто он?» — спросил отец без лишних эмоций. Лена впервые не знала, как отвечать. «Просто человек». Отец усмехнулся. «Нет, просто люди не ломают чужие жизни». Запрет был жесткий, без обсуждений. Ты больше с ним не встречаешься. «Не...» Он посмотрел на нее внимательно. «Я не буду за тебя решать». И вот тут стало страшно, потому что раньше за нее всегда решали. Лена ушла в ту ночь с ощущением, что стоит на границе. С одной стороны, понятная, выстроенная жизнь. С другой — человек, рядом с которым она впервые чувствует себя собой. Но самое неприятное Лена поняла уже дома. Дело было не в выборе между ним и семьей. Дело было в том, что если Лена выберет себя, назад дороги уже не будет. Иногда кажется, что самый сложный выбор — это между двумя людьми. На самом деле нет. Самый сложный — это между той жизнью, которую от тебя ждут, и той, в которой ты, наконец, начинаешь чувствовать. И проблема в том, что у второго варианта почти всегда нет гарантий. После того разговора Лена не пропала, но и прежней уже не стала. Лена начала жить как будто на два фронта. Днем работа, правильные разговоры, звонки от матери, встречи с тем самым подходящим парнем, который уже начал говорить о свадьбе. Ночью Артём. И вот это раздвоение оказалось не романтичным, как в фильмах, оно оказалось изматывающим. С парнем, Игорем, все было понятно. Он был удобный, спокойный, предсказуемый. «Ты просто устала», — говорил он, — «это пройдет». И вот в этом «пройдет» было все. Ему не нужно было ее понимать. Ему нужно было, чтобы Лена снова стала прежней. С Артемом наоборот. Никакой стабильности, никакой уверенности. Но рядом с ним было одно странное чувство, как будто тебя не пытаются упростить. Однажды он сказал: «Ты долго так не протянешь». Лена резко ответила: «А ты предлагаешь что? Все бросить?» Артём пожал плечами. «Я ничего не предлагаю. Просто ты сейчас живешь не свою жизнь. И не чужую тоже. Ты между». И вот это «между» начало ее ломать. Лена стала срываться на мелочах. Не могла нормально спать. На работе начала ошибаться. Впервые за много лет. И самое неприятное, она перестала понимать, чего хочет. Поворот случился неожиданно. Как это обычно и бывает. Отец позвал ее на разговор. Без крика, без давления, что уже само по себе было странно. «Лена», — сказал он спокойно, — «я не против твоего счастья». Она даже растерялась. «Тогда в чем проблема?» Он посмотрел прямо. «В том, что ты не понимаешь, с кем связалась». И дальше он сказал то, что выбило у нее почву. Его отец — мой бывший партнер. Тишина повисла тяжелая. Мы не просто разошлись. Он меня подставил. Тогда я потерял почти все. Лена молчала. И твой Артём — его сын. Вот здесь все стало сложнее. Не просто не тот человек, а человек из прошлого, который ее семья до сих пор не закрыла. «Ты понимаешь, чем это закончится?» — тихо сказал отец. И Лена впервые не нашла, что ответить.
Лена пошла к Артёму почти сразу, без паузы, без подготовки. «Почему ты мне не сказал?» Артём не сделал удивленного лица. «А ты бы тогда осталась?» Вот этот ответ, он был честный, но неприятный. «Ты знал, кто мой отец?» «Знал». «И молчал?» «Да». Лена смотрела на него и впервые почувствовала не только притяжение, но и злость. «Это нечестно». Артём спокойно ответил. «А у тебя честная жизнь?» И вот тут разговор стал тяжелым. «Ты использовал меня?» — спросила Лена. Он резко. «Не неси ерунду». И впервые повысил голос. «Я просто не хотел, чтобы за тебя снова все решили до того, как ты вообще поймешь, что чувствуешь». Но сомнение уже поселилось, потому что теперь проблема была не только в семье, а в доверии. Несколько дней они не виделись. Вообще. Лена пыталась вернуться в нормальную жизнь. Снова встречи с Игорем, разговоры о будущем, даже начали обсуждать дату свадьбы. И внешне все выглядело так, как и должно было быть. Но внутри было пусто. Однажды вечером Игорь сказал: «Я хочу, чтобы ты перестала общаться с этим человеком. Окончательно». Лена спокойно спросила: «А если я не хочу?» Он впервые посмотрел на нее жестко. «Тогда у нас нет будущего». И вот здесь все стало кристально ясно. Не потому, что он плохой, а потому что это снова был выбор без нее. В ту же ночь Лена поехала к Артёму. Без звонка, без предупреждения. Артём открыл дверь, увидел ее и сразу понял. «Ты решила». Лена кивнула. «Я не могу так больше». Он не улыбнулся, не обнял, просто спросил: «Ты уверена?» И вот это было важно, потому что Артём снова не тянул ее за собой. «Нет», — честно сказала она. «Я вообще ни в чем не уверена». Они сидели на кухне почти до утра, без громких слов, просто разбирая по кускам все, что происходило. И именно там вскрылась еще одна вещь. «Ты думаешь, это только наши родители?» — тихо сказал Артём. «В смысле?» Он усмехнулся. «Ты правда думаешь, что Игорь случайно появился в твоей жизни?» Лена замерла. «Что ты хочешь сказать?» Артём посмотрел прямо. «Его семья тоже связана с твоим отцом. И очень тесно». И вот тут стало по-настоящему неприятно. Потому что если это правда, значит, ее идеальная жизнь могла быть выстроена не случайно. «Ты уверен?» — тихо спросила Лена. «Да». И теперь выбор стал еще сложнее. Потому что дело уже было не просто в любви, а в том, что вся ее жизнь могла оказаться заранее выстроенной системой. Лена вышла от него под утро. Город был пустой, холодный, и впервые за долгое время она чувствовала не страх, а злость. Потому что если это правда, значит, ее жизнь ей не принадлежала с самого начала. Но вот вопрос, который она себе задала, был неприятнее всего. А если это все-таки неправда? Если Лена сейчас разрушит все ради человека, которому она не до конца может доверять? Самое неприятное в жизни — это не когда тебе запрещают, а когда ты сам сделал выбор и теперь вынужден жить с его последствиями. После того вечера Лена не вернулась домой. Ни на следующий день, ни через неделю. Она сняла маленькую квартиру на окраине, без привычного комфорта, без помощи, без подстраховки. И вот тут началась реальность. Первые дни были странными. Как будто Лена вышла из клетки,
но не знала, куда идти дальше. Никто не звонил. Отец молчал. Мать один раз написала короткое: «Ты совершаешь ошибку». Игорь не писал вообще. Артём был рядом, но не так, как она ожидала. Он не переехал к ней, не стал спасать, не начал строить планы. Он просто появлялся. Иногда вечером, иногда утром. Мог принести еду, мог просто сесть рядом и молчать. И вот это начало ее тревожить. Однажды Лена не выдержала. «Мы вообще кто друг другу?» Он спокойно ответил: «Люди, которые выбрали быть рядом». «Это не ответ», — резко сказала она. Он посмотрел на нее внимательно. «А тебе нужен ярлык или честность?» И вот тут Лена впервые задумалась. Потому что раньше все было понятно. Парень — значит будущий муж. Отношения — значит план. А здесь ничего этого не было. Прошел месяц, потом второй. Жизнь начала давить. Деньги заканчивались, на работе начались проблемы. Отец явно помог создать ей сложности. Коллеги стали отдаляться. И самое неприятное — одиночество. Не физическое, внутреннее. Однажды вечером Лена сидела одна и вдруг поймала себя на мысли: а если он просто удобный этап? Не любовь, не судьба, а просто человек, с которым легче было сбежать. И вот эта мысль зацепилась. На следующий день Лена поехала к Артёму. Без предупреждения. Дверь открыл не он. На пороге стояла женщина. Лет 40. Спокойная, уверенная. «Вы к Артёму?» — спросила она. Лена кивнула. «Проходите». И вот здесь внутри что-то резко сжалось. Артём вышел из комнаты через минуту, и по его лицу стало понятно — он не ожидал. «Это кто?» — тихо спросила Лена. Пауза затянулась. «Это моя мама», — сказал Артём. И вот тут напряжение не ушло. Наоборот. Потому что дело было не в том, кто это, а в том, что Артём никогда о ней не говорил. Они вышли на улицу. «Почему ты молчал?» — спросила Лена прямо. Он устало провел рукой по лицу. «Потому что это сложно. А у меня, по-твоему, просто?» Артём посмотрел резко. «У тебя хотя бы была семья». И вот это было ударом. Потому что впервые он не защищался, а нападал. «То есть теперь я еще и виновата?» — тихо сказала Лена. Он выдохнул. «Нет, просто ты не знаешь, как это, когда у тебя вообще ничего нет». Тишина. И вот тут Лена поняла. Она идеализировала его. Он не был сильным, независимым, свободным. Он просто жил без системы. И это разные вещи. Они поссорились. Сильно. Без красивых слов. Лена ушла. И впервые не знала, вернется ли. Прошло 3 дня. Потом 5. Артём не писал. И вот тут наступил самый честный момент. Когда рядом никого нет. И ты остаешься один на один с выбором, который уже сделал. Лена сидела на кухне в своей маленькой квартире, смотрела в окно и вдруг поняла простую вещь. Лена все это время ждала, что кто-то подтвердит ее выбор. Артём, судьба, обстоятельства. Но этого не происходило. И тогда она задала себе вопрос. Если его завтра не станет, я пожалею?
Ответ пришел сразу. Да. И вот тогда все встало на место. Лена не побежала к нему, не написала. Она просто дождалась вечера. И он пришел сам. Они долго молчали. Потом он сказал: «Я не идеальный». Лена усмехнулась. «Серьезно?» Он чуть улыбнулся. «Я правда не знаю, как правильно». Пауза. «Но я знаю, что, когда тебя нет, мне хуже». И вот это было важнее всех красивых признаний. Лена посмотрела на него. «Я не хочу больше сбегать», — сказала Лена. «Не к тебе, не от себя». Он кивнул. «Тогда оставайся не потому, что я есть, а потому что ты выбрала». Лена подошла ближе. «Я уже выбрала». И в этот раз это не было про эмоции. Это было про понимание. Прошел год. Они не стали идеальной парой. Они учились. Жить вместе, слышать, не ломать друг друга. Иногда было тяжело. Иногда хотелось все бросить. Но было главное отличие от прошлой жизни. Теперь ни одно решение не принималось за нее. Однажды Лена снова встретила отца. Случайно. Он посмотрел на нее внимательно. «Ты изменилась», — сказал он. Лена спокойно ответила: «Нет, я просто стала собой». Отец ничего не ответил. И впервые за всю жизнь ей не нужно было его одобрение, потому что самое сложное Лена уже сделала. Она выбрала. Если вы дослушали до этого момента, ответьте себе честно. Вы живете так, как хотите, или так, как удобно другим? Если знаете человека, которому это сейчас важно, отправьте ему эту историю.